Доброе утро! Сегодня мы идем в музей, но прежде нужно покушать. Да, мы просто зашли в какое-то место здесь по дороге. Как оказалось, не самое лучшее, наверное, потому что тут довольно-таки дороговато. И при этом Насте мы так ничего и не выбрали. Да, потому что Настя не пьет кофе, а в Италии, если ты не пьешь кофе, то очень плохо. Да, все что угодно, любой вид кофе, но никакого чая мы ни разу не видели. И я вчера пила сок, а сегодня сок уже не очень хочется, а чая нет, и никакого там, не знаю, какао или горячего шоколада, ничего нет. Я сказала, что кофе не пью, на меня странно посмотрели, но что делать? Но это было очень сильное заявление. Да. Дима сказал то же самое, что сказать, как будто бы я не люблю пиццу, только кофе. Но пиццу я люблю, все нормально. А сколько стоит? Капучино вроде 3 евро, или 3,5 даже. А это... я так и не понял, что это такое. Пришли мы сегодня в археологический музей. Этот музей популярен тем, что тут собраны все коллекции с Помпеи, все, что с Помпеи классное находили. Все, что рядом, наверное, находили здесь. Да, и в Помпеях, и у всех там Страбии, и в других всяких виллах. Все, что находили во всех этих городах, все свозили вот сюда, все самое классное здесь. Да. Там еще есть секретная комната из популярного. Это коллекция 18+, которая была закрыта и открылась только в 2000 году, потому что все смотрели, ужасались и снова ее прятали. А еще там есть там египетские какие-то древности почему-то. Тут сюда попали. Мозаики древние есть. В общем, тут будет чем заняться точно. Да, наверное, на полдня мы точно сюда пропадем. Кстати, музей очень старое здание. Там, по-моему, 1777 год построено, но начал использоваться как музей чуть позже. Там раньше универ был. Его, наверное, сейчас реставрируют постоянно, потому что выглядит оно не прям, чтобы старым. Да. И что мы еще хотели сказать по поводу артакарт. Да, это туристическая карта, мы ее купили за 27 евро. Там сейчас с промокодиком получилось на 1,5 евро дешевле. Да, если что, гуглите промокодик, будет дешевле. Она включает 3 бесплатных проходки, какие-нибудь места. Там есть разные, в арт-карте есть разные типы подписок, то есть там есть, например, Неаполь 3 дня, Неаполь неделя, есть там все окрестность, компания 3 дня, там компания неделя, И в некоторые включена еще дополнительно проезд, а в некоторые не включен. Мы купили на 3 дня, но мы посчитали, что нам так само выгодно, потому что мы Помпеи хотим потом уже посетить, и нам уже не особо там нужна проходка, мы там купим немножко по-другому. Получается, что, например, вход в музей стоит 20 евро, а мы купили за 26, за 27 проходку в арт-карт, и у нас получается 3 проходки, то есть мы сходим в музей и почти отобьем уже ее стоимость. Еще мы хотим в 2 места сходить, так что такой лайфхак есть. Еще и проезд бесплатный. Да, но сюда мы пешком шли. Да, просто мы живем в центре, что, в принципе, там, нам не особо надо ехать. 15 минут на транспорте или 20 минут пешком, 19, поэтому... То сегодня поедем кататься на фуникулере и отобьем еще и этот проезд. А еще прикольно, что здесь даже как-то в этой местности все здания такие красно-черные. То есть что музей, что здание напротив, в каком-то таком едином, что ли, цветовом стиле. В общем, зашли мы уже сюда, внутрь музея. И на входе, кстати, там было 2 очереди. Одна большая, там много людей стояло, а вторая по арт-карт. И, в принципе, если у вас есть резервация. То есть мы подошли, нас спросили, есть ли у вас резервация. Мы сказали, что мы по арт-карт. Они такие, тогда проходите без очереди. И, видимо, если вы заранее не резервируете, или если не арт-карт, надо стоять прям нормальную такую очередь. То есть она не особо там двигалась, пока мы проходили. Также тут есть камеры хранения, они бесплатные. Можно все оставить. Нам попросили оставить рюкзак. Хотя маленькие сумочки можно взять с собой. Еще там есть аудиогид, стоит 5 евро, но там нет русского языка. Там английский есть, испанский, немецкий, по-моему, французский еще. И какой-то еще один, наверное, итальянский. Но мы решили не брать, потому что все равно, когда есть все записи на английском, можно туда ходить и читать. Примечательно, что у некоторых статуй женщины голова несоизмеримо как-то мала по сравнению с остальным туловищем. Я хотела сказать про фрески, что классно, конечно, их смотреть реально в виллах, то есть их с вилл повырезали, сюда привезли. Да, они, конечно, тут лучше сохраняются, но, с другой стороны, конечно, не так атмосферно, как
было бы в виллах. Некоторые артефакты выставлены на улице, и вот даже написано, что над ними ведется работа еще. И действительно, мы видели там на улице, люди сидят некоторые, что отскребают, поэтому еще все в процессе. Да, вообще дворик этот, конечно, такой приятненький, внутренний дворик. Тут есть и тень, и солнце сейчас, можно и погреться, и наоборот остыть. Вот эта скульптура вообще необычно выглядит, она как будто бы реально в каком-то платье. И этот красный цвет — это из порфира. Порфир — это такой натуральный камень вулканического происхождения. И в целом выглядит как будто бы прям настоящее какое-то платье. Складочки там все эти видны. Так вот статуи эти делают. Сам прям такие металлические прутья, арматуры торчат и кусочками доделываются. Или вот тут вот тоже есть такие прутики, которые как-то поддерживают всю статую. Мы ходили и нашли такую скульптуру. Она выполнена из цельного куска мрамора, как много где написано, и изображает месть двух братьев за свою мать. Вот эти два мужчины привязывают эту женщину, и как бы, чтобы этот бык растерзал ее. А там мать еще снизу сидит, собака. И вот там внизу очень много изображений охоты. Да. И там сзади еще стоит женщина. Это богиня, скорее всего, богиня охоты. Артемида, да. Тут много где мы смотрели, что всегда изображается вот это вот какие-то бытовые ситуации, но сзади стоят боги, следят за этим. Очень интересно, что по факту это не один какой-то элемент, а вот целое, ну тут много кого. И все это вырезано, это такая динамическое все. Много всяких мелочей, вот красота. Можно рассматривать, долго ходить. Шли мы в египетский зал, и тут, в принципе, пока что ничего такого интересного для себя не нашли. Тут разные фигурки какие-то, какие-то фрески такие вот есть тоже, выгравированные на камне. Зашли в следующий зал, тут уже есть мумии, саркофаги и описание, как это все происходило. За окном жизнь кипит, а тут зал с фресками. Какие-то сохранились хорошо, какие-то не очень. Интересно, что здесь прям очень много этих фресок. И эти фрески, они по факту, ну, как картины. То есть, ну, по факту это вот они там на стене были нарисованы, но это как картины. И то есть у них есть там какие-то сюжеты. Никогда не видел такого, чтобы было прям столько много этих фресок, как, не знаю, как в галерее какой-то. Обычно картины. Здесь просто вот настенные фрески. Однако здесь есть не только фрески, но и картины, написанные маслом, с различными сюжетами. Итак, мы зашли в комнату с мозаиками, и здесь мозаичные не только картины, но и даже колонны. Вот она вся из мозаики, такой маленькой выставленной. Здесь еще есть полуразрушенные мозаики. Еще в этом музее есть такой вот кабинет, называется кабинет секрету. Как это появилось? Раньше, когда раскопали Помпеи и другие города, нашли много всяких материалов, предметов искусства, которые нельзя было показывать публике, потому что они нарушали этические нормы того времени. Ну, любого времени, наверное, не знаю. И король, в общем, закрыл всю эту коллекцию у себя во дворце и пускал только тех, кому выдавал пропуск. То есть там мужчинам старше определенного возраста нужно было пойти, записаться, чтобы сюда попасть. И тогда только, возможно, вам будет доступ, чтобы посмотреть на такие предметы искусства. А сейчас, 2000 года, доступно уже всем желающим, не только мужчинам. Но младше 18 лет, по-моему, не пускают. Но не знаю, тут никакого контроля нет, но я читала, что не пускают. Есть тут отдельная зона, куда пускают только в бахилах. Все мы тут в бахилах ходим, и, возможно, связано с тем, что здесь вот пол, он какой-то другой, не такой, как везде. Видимо, здесь что-то еще старое сохранилось относительно, поэтому только в бахилах. Все, мы идем уже на выход, очень хотим кушать. Мы тут пробыли, наверное, часов 5. Да, где-то 4,5-5.
В общем, тут довольно-таки мне понравилось, тут интересно, есть чем заняться, но очень много всего. И мы, наверное, так не ожидали много всего, потому что я думала, что тут, я читала, что тут за 2 часа можем все обойти. Тут даже если бежать, мне кажется, за 2 часа все не если обойти. просто идти шагом, то, наверное, обойдешь, но... Но когда ты хочешь, тебе хоть что-то интересное, хоть что-то хочешь пофоткать или, там, не знаю, отдохнуть, Почитать посидеть. даже, если это вообще... Если почитать, так мы даже, мы вот один этаж вообще полностью прошли, и все, как бы, шагом таким нормальным. Потому что мы на первом этаже все начитались, на втором так тоже как бы посмотрели, а третий как бы уже вот и пробежали так как бы очень, как бы это тут скорее нулевой, первый, второй. Вот, второй мы как бы уже пробежались так, потому что уже очень устали. Вот, тут есть, конечно, кафешка, там даже нормальные цены, но там вот я взяла себе пиццу такую вот, как кусочек, да. кусочек типа, такой вот. побольше. Да, за 3 евро. Вот, в принципе, даже перекусила. Но все равно, как хочется уже слишком много музея этот день, мне кажется. Да, у нас все-таки еще были планы. Да. Поэтому пойдем кушать. Итак, сейчас мы зашли, и у нас сегодня пасты. У меня паста с томатами и сыром, а у Насти болоньезе. Нам уже нравится, мы очень голодные. Будем час отдыхать и идти дальше. И хлеб уже даже мы немножко поели, пока ждали. Паста стоит 7-8 евро. Ну да, 7-8. Там какие-то есть крутые за 12, там, например, с какими-то морепродуктами или чем. Да, мы взяли самые обычные. Да, мы взяли самые классические. Итак, приехали мы на станцию фуникулером и будем сейчас ехать на фуникулер. В метро мы ехали просто, у нас была активирована туристическая карта, и мы просто поехали. Сейчас будем смотреть, как это работает с фуникулером. Так, тут вот можно, наверное, тут сканировать. Не работает. Ой, что пошло, пытается платить. Ё-моё. Сейчас разберемся. Попытка номер 2. Все. Свет. Пробуй. Нет. В итоге у нас ничего не сканировалось. Я спросила у охранника, почему. И он нас просто запустил, и все. Такой контраст на самом деле. Мы когда были внизу, то там такой какой-то очень район такой, то есть там, видимо, туристический, не знаю, там все сидят, что-то продают, все что-то пьют, короче, бомжи спят, то есть прям мусора просто куча, вот. А поднимаешься сюда, и тут как-то вообще очень тихо, красиво, как будто бы даже не Неаполь. Очень удивительно, совсем другой вайб. И улицы какие-то пошире, хоть и заставлены машинами, но тебя никто не пытается сбить. Как-то вообще тут как-то людей не так много. И выделенная парковка с синими линиями, такого я еще тоже не видел. И, по-моему, они стоят даже по квадратикам, смотри, а не где попало. Ну, кто-то, конечно, стоит. Но это вообще удивительно. Мы как будто бы какой-то другой Верхний Неаполь как-то отличается все-таки по ощущениям пока что. А вон там, кстати, стена замка, в которую мы, возможно, попадем, а возможно, нет. Мы еще думаем. И вряд ли мы попадем. Я думаю, просто сходим на вью-площадку. Ну что ж, мы добрались наверх. Тут уже темнеет, но тут что-то можно встретить. Вон там самолетики взлетают вверху. И вон там Везувий. Что ты думаешь, Анастасия? Красиво. Огоньков много. Надо было бы еще днем, конечно, прийти. Но все равно вид красивый. Мне кажется, днем было бы похоже. Тут получше видно все. Поэтому мы тут немножко зависнем. Показывает, что чуть дальше есть какая-то best viewpoint. Мы идем. Не знаю, может быть, оттуда можно вообще дойти до самого низа. Но мы пока прогуляемся до viewpoint. Тут, конечно, вид получше, да. Тут и море видно, и город, и вулкан, но сейчас темно, поэтому ничего не видно. Лестница, кстати, идет дальше вниз. Вероятно, она реально идет прям в самый низ города. Итак, мы ходили, гуляли, и в итоге пришли попить напиток, сприц за 1 евро. Но это, походу, не тот самый с аперолем. Ну ничего, вот, мы едим пиццу. Вот, что самое важное.
Взяли take-away в этот раз в итоге. У нас тут даже вон какие-то штучки интересные. Сейчас будем пробовать, да. Попробуй, да. Ну, просто takeaway стоил на 3 евро дешевле, получается, или даже на 4. И когда пицца типа написано за 7 евро, и А на самом деле там все еще сборы, да, и в итоге получается, что там она уже 13. дороже. Да. Поэтому мы решили так вот сегодня немножко побомжевать и поесть вот на улице с таким вот видом. Знаете вы или не знаете, но в Неаполе особенное метро. Его назвали лучшим в Европе. Вот. Это оспаривает кто только может, но мы посмотрим сейчас лично. Его еще называют арт-метро. Несмотря на то, что по карте показывают, что можно вот ехать на этом метро, по этой линии, оно закрыто. Да, вот так вот. В очередной раз убеждаемся, что по Google картам, походу, не всегда верно показывают. Вообще странно. Написано, что последний поезд в 11, еще полчаса. Вот, 22:57, но еще полчаса. Почему-то оно закрыто. Сегодня у нас новый день, и мы находимся около Капуанских ворот и Капуанского замка. Вот. Мы планируем сегодня много чего посетить. Места не сильно большие по времени должны быть. Надеемся. Надеемся, да. Но включает в себя Королевский дворец и средневековый замок. А вообще вот тут такой вот эти ворота. Красивые неаполитанские дома. Ну так, если издалека смотреть. Не приглядываться. Если не приглядываться, да. Ну и вот Капуанский замок тоже. Тут еще справа есть. No. Тут еще есть справа как будто бы музей, похож на церковь какую-то. И мы видели, как вечером тут молодежь сидит, тусуется, музыку включает. Такие странно видеть, что такое как будто бы костел, а рядом молодежь включает всякую рэперскую музыку. Такие большие колонны. Вот сверху. Вон, кстати, Ну, здесь это не колонны красивенько. называется, конечно, но... Кстати, эти ворота же были раньше входом в город. Ничего себе, ты мне факты рассказываешь. Я знаю. Блин, классно, что они цвета такие, типа один гранитный, темненький такой, другой светлый, и вместе смотрится необычно. Ну, контраст классный, да. А мы пришли в самую популярную пиццерию Неаполя. Она известна тем, что снималась «Ешь, молись, люби», и никакой блогер не проходит мимо нее, не снимает. И обязательно снимает про нее видео. Говорят, самая вкусная пиццерия. Посмотрим. Мы у нас уже опыт набрались немножечко. Сейчас будем оценивать. Если попадем внутрь, тут как-то очередь собирается. Тут обычно вообще большие очереди, но мы пришли утром, и сейчас как будто бы не так много людей. С 10:30 она работает. Уже 11. Так, вот мы уже внутри. В принципе, тут довольно-таки много столиков, но и людей, кстати, не очень много, поэтому мы удачно пришли. Вот, всего тут, короче, 4 пиццы. Маргарита, маринара, косака и марита. Марита состоит из этих вот двух, то есть половинка такой, половинка такой. И поэтому ее почему-то нет. То есть нам предложили только вот эти вот 3 пиццы. Марита почему-то... Мы взяли как раз таки мариту, чтобы попробовать эту и ту. Пришлось брать 2, маргариту и маринару. Вот. Еще здесь с этим было много известных людей. Вот прям столик подписан Том. Как бы вот даже фотографии есть. Везде фотографии такие есть. Много всяких разных известных людей было. Теперь еще и мы. Жалко, что здесь нельзя в окно смотреть, потому что вроде бы у тебя место около окна, но при этом ты заблюренная. Это чтобы голодные рты с улицы не смотрели, как ты едешь. На знаменитости, да? Да. Которые здесь иногда бывают. Ну что ж, принесли нам пиццу, вот, сейчас мы нарезаем, но прикол в том, что принесли только одну. Я не знаю, сейчас где-то донесут, наверное, еще одну. Ну, она оказалась довольно-таки большая, поэтому мы, наверное, наедимся. Мы что-то посмотрели со стороны, то, что там они такие маленькие, и такие, ну, надо брать по каждому по одной, но тут нам хватило, наверное, и одной. Да, мы наелись одной пиццей, вторую нам так и не принесли, но мы, не знаю, сейчас спросим, может быть, если можно будет просто заплатить за одну и все, и на вторую забить, тогда мы пойдем, потому что нам уже хватило.
Мы вышли, люди уже собираются, конечно. Есть какая-то зона вот для take-away. Да, отдельно там людей всех в take-away ставят. Ну, в принципе, мне пицца понравилась, даже очень. Вообще, вот эта вот, особенно центральная часть такая нежная, много сыра и очень-очень вкусно. Но корочка такая немножко Ну да, кстати, странно. Вот сухая. в некоторых местах мы ели, корочка, она была типа поджаренная, это было прикольно, классно. А здесь она поджаренная и не очень приятно. Поэтому мы уже ели без корочек почти всю пиццу. Нам сказали, что окей, можно не платить за вторую пиццу, потому что нам ее не принесли даже. Вот, мы заплатили где-то 6 евро за пиццу, еще по евро сверх спорт. Вот, Да. 8 евро. Но еще очень настойчиво просили еще чаевых. Типа, Да, то есть вот сервис- еще, давайте, откуда вы, давайте, может быть, еще more tips, но как так? Сервис, с одной стороны, всего лишь 1 евро. Это как бы для пиццерии меньше, чем обычно, но при этом просят дополнительно еще. Да. Ну, вообще классное место, очень вкусно. Тут, видимо, судя по всему, через дорогу то же самое заведение, и оно на самом деле тоже они потихонечку сюда уже начинают расселять. Как-то вот в Неаполе мало очень мест, где можно просто посидеть. То есть как бы здесь вот, допустим, лавочка какая-то, но везде улицы, 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 дома, мопеды. И так, чтобы где-то сесть на какую-то лавочку, посидеть и поесть пиццу, это, очень сложно. Зеленых зон почти нет. Да, зеленых зон почти вообще нету. А так, конечно, взять эту пиццу за 6 евро и просто посидеть, похавать где-то было бы идеально. Просто знаешь, что такая еще пицца, что она очень как будто мокрая, то есть и ее будет тяжело есть без ножа. Да, она мокрая и разваливается Там кончик. обычно мы центр прям вырезаем, потому что как бы, едим ножовой вилкой, потому что тяжело ее есть, просто так на улице сесть и есть. Идем пробовать какой-нибудь коктейль, тут на улице продают всякие разные вкусы. Там есть лимон, клубника и апельсин. И мы решили попробовать. С лимоном. На всех фотках было почему-то лимон, вот, и мы такие, надо попробовать лимон. Я вам скажу, он очень кислый. Очень кислый, несмотря на то, что там добавили нам сахар еще. Ой. Мы просто, замешали один лимон, прям выдавили полностью. Какую-то газировку залили и сахар. Вот, 2,5 евро. Попробуй ты теперь. Хорошо. Бодрит точно. Ну да, бодрящий такой. Ну, вообще, мы спешим на автобус, не знаю, почему мы взяли его. Да мы думали, хапнем и пойдем. Но быстро не выпьешь. Итак, возможно, мы поняли, как проходить по Артакарт. Вот QR-код. Вот я беру, подношу. Хорошо. Мы идем по арт-линии. Но, да, как кто-то и говорил, арт, она, не знаю, это не самая, популярная станция, на самом деле. Вот. Но здесь, как обычно, мне кажется. Вышли мы из метро, и тут вот, чтобы идти в замок, и тут сразу же уже есть какие-то стены. Скорее всего, это стены уже замка, либо просто какие-то стены остались. Тут забавно, что тут даже вон в решетке есть сверху. И какие-то углубления. Классно. Это интеграция. Метро. Вот даже видно, как там это основание идет прямо вниз в землю, идет там станция. Тут, конечно, какой-то ремонт еще идет снизу. Ну да, не знаю, тут вечно какие-то ремонты везде. Мы зашли уже внутрь замка. Билет, кстати, стоил 6 евро. Но нас, так как мы по арт-карте, было бесплатно. Кстати, интернет внутри замка не ловит. Видимо, слишком толстые стены, сигнал не проходит. Конечно, они же оборонялись от нападок, конечно, они должны быть толстые. Ну, вполне может быть, что здесь, да, происходили какие-то баллы. До 2006 года здесь было заседание городского совета Неаполя. Вот, но стоят так, как будто бы вчера. Хотя по факту 20 лет уже прошло. Может, до сих пор здесь какие-то мероприятия проводятся. И вон там, где огонечки, там какие-то окошки даже есть. В некоторых залах тут происходят выставки. На одну она не входит в билет, там нужно отдельно докупать. А некоторые можно зайти, посмотреть. И даже какие-то гербы есть здесь внизу. Остались еще с тех времен. Мне вот нравятся такие большие залы. В принципе, нравятся такие вот
замки, когда средневековые, когда вот такие прям потолки здоровые. Так как у этого замка, правда, есть история, то это еще атмосфернее. А еще здесь мне понравилась тоже экспозиция, потому что тут такой эффект глубины есть, то есть из-за того, что там сходится. Объемный. Объемно, да. Во-первых, потому что там сверху сходится, как будто бы там прям издалека, когда подходишь, кажется, что там очень сильная глубина. Но на самом деле не такая сильная, как кажется. Вообще тут много всяких исторических таких вот фресок, например. Это тоже сохранилось. Да, интересно. Мы, конечно, вчера на фрески насмотрелись, но тут они в естественной среде. Ну, не совсем. Потому что, видишь, они закреплены здесь. Ну внизу. да, но они тут были, это с этого замка фрески. На самом деле, чем-то мне напоминает Мирский замок. Но шлема такого нету в Мирском замке. Интересно, это для чего? Для устрашения было или для чего это было использовано? Итак, в итоге мы поднялись к началу музея. Вот он тут вход. И здесь тоже какие-то начинаются экспозиции уже подписанные. Но с этого балкончика такие вот виды. Запрещено открывать, правда, окна. Тут есть такие двери. Написано, что примерно в 1470-х годах построены. И тут даже ядро есть. Если мы правильно поняли. Ну, судя по вмятине Да. и остальным дыркам, возможно, другие ядра пролетели. Классно. Они стояли на входе вот в... Да, на входе, когда мы заходили, там были такие вот Маркеты. ворота. И вот они там стояли. В общем, тут картинная галерея в большинстве. Но интересно то, что тут нет рамок у большинства картин. И видно даже вот разрез. То есть видно, какое там дерево. И это вообще, конечно, Такие интересно. еще старые, то есть балки, на которых они держатся. Да. Может быть, конечно, уже обновленные, не прямо там, Тут- 500-летние, но... Ну, тут картины там 1500-х годов, 1600, то есть сколько им уже? 500, 400, 500 лет. Интересно. Ой, некоторые в чем-то нехорошо сохранившиеся даже. Чтобы вы понимали, как мы ходим по музеям. Вот ты идешь, ты такой идешь, ну, как бы картина и картина, да. Потом смотришь, тут у этой женщины Мадонны под ногами головы. И ты такой, чё? Начинаешь задаваться вопросом. Начинаешь, хорошо, что есть чат GPT, который немножечко может пролить свет на это все. Потом дальше идешь, тут оп, еще одна картина. То есть, ну, понятно, кресты, все как обычно. Но эти люди, которые на крестах похожи как бы на священников, и вот их поднимают на эти кресты, называется там на 3 мученика, но тут их почему-то 2, где 3? А может, это тот, который внизу здесь ожидает. Короче, вот. И стоишь, потом вникаешь. 15 минут здесь, только на одном месте. Еще такие вот штуки, я не знаю, это вроде как и не статуя, но и не картина. Что-то я такого не видел особо раньше. Ну, мы постояли, почитали, и вот что узнали. Да, эта картинка историческая про 3 мучеников, которых первые в Японии христиане, которых распяли на кресте. И это момент их казни. Историческая картина. Ничего себе. А почему их распяли? Ну, что они в христианство верят, у них порядок. Так японцы на кресте распинали. Как это, их Иисус умер, так и они. Ну и вот опять тут вот эти вот не то статуя, не то что. Тут ты такой идешь, поднимаешься по этим просторным лестницам, а потом выходишь в облака. Ой, как красиво сейчас будет, чувствую. Вот, это же обзорность будет какая-то. Тут можно таймлапсики снимать. Зря мы через окно фоткали, тут вон что есть. Ой, красота. Сюда, судя по всему, приезжают паромы из Капри. Вот там написано на одной из этих яхт. Ну, вот, кажется, картинки, да. Ты смотришь, и вот реально изображены баррикады и там какие-то, не знаю, то ли протесты, то ли что.
Ну да, там люди что стоят снизу слева. И здания пятиэтажные эти. Такие уже в 1853 году был. Вот так вот. Можно посмотреть, так сказать, жизнь и быт. И быт. Кстати, есть еще такие картины, вот при дорога с Везувия. А еще вот, например, тут Амальфи. Мы, кстати, туда поедем уже скоро. Точнее, пойдем пешком, походим. И тут тоже еще Амальфи. Это какие года? Вот написано 1800-е, 900-е. Красивенько, классно, что тут даже видно мазки в картине. И отходишь, получается уже цельная картина. А когда подходишь ближе, то просто мазки. Короче, здесь вот, если спуститься с этой лестницы, есть автоматы, и тут кофе за 40 центов. Его тут, конечно, немного, но нормально. Сейчас посмотрим, как по вкусу еще будет. Даже работает. Есть еще всякие напитки и закуски, снеки. Да, я вот сейчас хочу шоколад взять, посмотрим, как она будет. Ну, 40 центов это вообще копейки. Ну, типа, обычно меньше евро эспрессо даже не будет. Не везет мне в этом городе с напитками. За 40 центов мне выдали горячую воду. Мы спросили, итальянец посмеялся, сказал: о, кончилось, ха-ха-ха. И смеялся с нас, короче. С меня, блин. Вот. Ну, Диме кофе выдали, мне не выдали. Выдали Да, горячую воду для Димы. У меня, типа, там, наверное, кофе, эспрессо, это вот что-то такое. А у Насти, типа, шоколад. И шоколад, возможно, там немножко другие ингредиенты, но там его, походу, их нету просто. Так пусть бы она мне ничего не выдала. Зачем она налила горячую воду? Ну да, вот так вот. Не везуха. Ну, в целом мне понравилось. Вот. Точно сюда можно сходить за 6 евро, как минимум, чтобы, если даже картинная галерея не очень нравится, то, в принципе, пофоткаться, да, на красивых видах. И, в принципе, насладиться атмосферой такого вот какого-то замка настоящего, я так понимаю. Никаких пока причин не верить, что это настоящий замок, мы не нашли. Не, нормально, да, классное место, в принципе, особенно если там нужно, как говорится, заполнить время, то вообще 100% классно прийти и погулять. Здесь супер. Даже есть какая-то парковка. Если кто-то вдруг на машине решит сюда приехать, покататься. Эти ненормальные люди. Да. Это, там кто-то, мы смотрели, девушка какая-то бегала, и мы думаем, капец, наверное, ее первая и последняя пробежка в этом городе. Тут у нас с одной стороны театр Сан-Карло, оперный, и с другой стороны дороги ТЦшка, галерея Умберто. Вот, здесь, конечно, да, уж красивенько все. И, блин, ну тут как будто бы ветер гуляет, но по факту это, он даже камень, как в здании. Ну, на самом деле, то, что мы смотрели на видео, было не так красивенько, как оно на самом деле здесь сейчас. Реально такая детализация, как будто бы город под крышей. Присели мы в Макдональдс тут отведать. В принципе, цены здесь, ну, знаете, в некоторых местах, когда бывает, в зависимости от посещаемости и популярности места, разные цены, но здесь вроде такие же. И при этом, ну, жалко, конечно, тут голуби летают, они немножко напрягают. Сиденья немножко засранные, и бывают. И в целом они тут летают, нападают на тебя. Короче, надо быть аккуратным. Интересное такое, вот тут есть подъезд необычный. Да, я его случайно нашла на карте. Но, короче, вход сюда бесплатный, но нельзя снимать в профессиональных и популяризационных целях. Да, можно только на телефон, и нельзя подниматься наверх. Да, кстати, уже сказали, что нельзя подниматься. Но мы решили не нарушать правила и не подниматься наверх. Итак, мы находимся на площади Плебишито. Пьяцца дель Плебишито. Да, здесь таких огромных открытых пространств я давно не видел, вообще говоря. Люди сидят, отдыхают, что-то делают.
Сан-Франческо ди Паула. Да, там даже написано сверху. А там вдалеке видна, что это, наверное, какой-то уже, типа, этот будет, другой город, да? Ну, это да, потому что там от Везувия. Нет, там перед... Помпеи, наверное, где-то. Не, Помпеи — это разрушенный город, а это какой-то город вот под Везувием. Ну да, окей. А это Королевский дворец, мы туда пойдем. Примерно вот так вот накрывает Везувий. И затем Неаполь дождем. На улице стало холодно, и мы сбежали во дворец. Вот, вход стоит 15, но у нас бесплатно по артокарте. Да, здесь в самом начале уже очень красиво. Но нам идти дальше. Такие большие ступени. Мы пришли чуток попозже. Вот уже 3 часа, наверное, до закрытия. Тут людей, в принципе, какая-то группа, походу, зашла, поэтому их много. А так, в целом, людей немного. Вообще, кстати, было написано, что работает, время работы до 9, но тут в билетах написано, что время работы до 7. Настя кайфует в театре. У меня, по-моему, тут идеальное место. Поднимаешь голову, и там картина. Ну что, пока мы тут ходим, тут есть разные залы с разным убранством. Тут вот гобелены висят. Ну, во всех очень красивые потолки. Прям вообще. Да, потолки расписаны везде. Классненько. Ну, надеюсь, в этом зале уже, кстати, потолков нет, наверное. Тут сейчас будет другая тематика. Только сказали про потолки, и все, и потолков нет. В эту часовню нельзя зайти, потому что здесь сохранился оригинальный пол. Остальной пол был заменен после Второй мировой войны мрамором. А вот здесь оригинальный пол. Но он какой-то не очень красивый, конечно. Ну, новенький, конечно, да. Посимпатичнее. Ну, мрамор все-таки, да. Во многих комнатах обои из ткани называются штофные. И вот не все до конца сохранились в хорошем состоянии. А еще я хочу сказать, что тут есть приложение, можно скачать и ходить в приложение. А еще Wi-Fi был. Это Да, тоже немаловажно. Wi-Fi, кстати, работает, да. И не только для приложения, но и в целом. Так, видимо, кто-то придумал, что ему легче будет читать книги или учиться. Просто вращаешь ее, и все, и у тебя новая книга перед тобой. Не надо закрывать страницу или откладывать. Короче, лишнее пространство дополнительное. Вон, знаешь, какого году? 1592. Как бы так сказать, культурно. Мы ошиблись. Мы ошиблись, да. Мы не знали, ладно. Оказывается, тут есть, ну, тут мы знали, что тут есть сад, но на него пускают только до 6 вечера. А так как мы пришли, ну, мы думали по картам, что до 8 часов работает все вот это вот. Мы пришли, оказалось, до 7, а оказалось, что сад вообще до 6. И мы не знали, мы гуляли, тут гуляли, потом сейчас уже 6:30, и мы такие, ну, надо сходить в сад. А нам говорят, нет, не надо вам, он уже закрыт. И все. Он закрыт уже после 6. Ну, Но почему-то в целом- нигде это не написано, обидно. В целом, по всему этому заведению, что можно сказать, то что, ну, я как считаю, что, в принципе, тут классно, довольно-таки, то есть, но при этом 15 евро, возможно, дороговато, потому что, то есть, ты как бы походил по залам, посмотрел, и все, то есть, ты там особо ни на что время и ты потратить не можешь, как Ну бы нет, просматривать почему? картины. Там же есть всякая историческая справка, тут те же приложения, там аудиогиды есть, просто не все на английском, итальянском, и все. Ну да. Не, я просто как думаю, то, что, типа, вот как, например, в каком-нибудь этом Эрмитаже, там какие-то и, не знаю, это как бы с одной стороны сбивает, то есть там всякие эти тарелки, картины. Здесь они как бы просто как убранство, а не как музей. Поэтому просто посмотрел и как бы и пошел дальше. На сады не посмотрим, но зато есть внутренний дворик.
Но, конечно, это немного не то. Там, вон, вид на море, на вулкан. Там море, горы, пляж, гавань. Тут скульптура какая-то. Но мы все это не можем посмотреть. И по факту вот вся эта сад этот находится вон там сверху. То есть на крыше по факту. Честно говоря, столько всяких моментов. Мы вон сейчас билеты там покупали на Везувий просто на ходу, потому что их могли бы уже не быть, и непонятно, как их потом брать. Поэтому все учесть, я не знаю, это... Очень жалко, что мы не попали, потому что были очень красивые виды на сад с окна, когда мы гуляли. Итак, сегодня мы кушаем в более культурном заведении, так сказать, не так, как обычно, не пицца take-away. И у нас ризотто и лазанья. Потому что, да, мы сюда решили прийти, потому что мы уже устали, голодные, и вот планировали попробовать такие блюда, которые обычно сложно найти просто вот так вот на улице, поэтому вот мы сейчас здесь отдыхаем.